Невероятно красивая часть Варшавы, уютное место для прогулок с близкими людьми и объект всемирного наследия. Сегодня мы прочувствуем с вами атмосферу старого города Варшавы. Готовьте себе чай, присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Старый город или Старе Мьясто — это исторический центр Варшавы и старейшая часть города. Большая часть старого города была разрушена во время Второй мировой войны, но впоследствии реконструирована настолько точно, что в 1980 году ЮНЕСКО добавила его в свой список объектов всемирного наследия. Обычно туристы начинают свой путь с Замковой площади, но мы сделаем наоборот и, как говорится, оставим самое интересное для вас на десерт. Мы тут уже успели замерзнуть, потому что на улице -2, по ощущениям -7, поэтому решили зайти погреться в церковь или храм, или костел, не знаю. У нас в планы не входило это место, но, как оказалось, оно очень красивое. Сейчас вам покажу. Здесь вообще нет людей, только вот один человек зашел. Очень похоже на другие церкви, в которых мы здесь уже были. И здесь еще есть орган. Вот из интересного. Это очень красиво. Мы нашли теплое место, отсюда так дует, кайфово. Ну все, будем греться и идти дальше. Наша следующая локация — Барбакан. Он был построен в 16 веке, и вообще, что это такое? Это полукруглое военное укрепление. В свое время Барбакан служил входными воротами в старый город, и также он строил городскую стену Варшавы, которая этот город окружает. Большая часть Варшавской стены сохранилась с момента ее постройки в XIV веке, и на ее полное завершение у рабочих ушло около 200 лет. Возле Барбакана находится очень красивый спуск, предлагаю по нему спуститься. Вообще я, конечно, в восторге с архитектуры, с домов, со всего в старом городе Варшавы. Я еще этого не сказала, но на самом деле, когда мы первый раз здесь гуляли, я была в диком восторге, и мне прям было, знаете, это когда то чувство, когда настолько хорошо, что плохо. У нас с Андреем был стресс. Ну ладно, все, идем. Ну все, останавливай. Долго как-то. Здесь внизу есть такая маленькая территория, где можно прогуляться. Сзади меня есть, видно стену, наш Барбакан. Также здесь очень много разных разноцветных домиков. Андрей, он сегодня не очень активный, но он снимает, очень старается. Кстати, холодно очень сильно, чтобы вы знали. Мы постоянно греемся. Ну и сейчас будем идти с вами прям в самый-самый центр, к площади и самым красивым местам. Очень красиво, не считая вот этих произведений искусства. Да, в Польше это тоже есть, но не так сильно выражено, как в Болгарии. А вот эти дома мои просто самые любимые. Я здесь еще в первый день, когда мы гуляли, сделала фотографию, выложила в Инстаграм, потому что, обожаю желтый цвет, такого типа дома. Еще, кстати, зданий. Мы с вами, кстати, подошли к так называемой Гнойной горе. Это такая, типа, мини-смотровая площадка, но на самом деле зимой здесь не очень красиво, потому что серо, нет зелени, и, по сути, здесь можно посмотреть на реку, на машины и на стадион Варшавы, который там расположился. Здесь очень громко. Да, кстати, здесь еще много таких вот замочков.
Это, кстати, безопасно вешать на такие поручни, потому что у нас в Днепре вешали замки на мост, и потом якобы там их было настолько много, что мост был, ну, типа, мог разрушиться. Не знаю, это не фейк, нет? Андрей говорит, не фейк. Вот, просто я помню, такая история была, из-за чего, да, было много веса, и потом это сняли. Обожаю этот проход, эту арку, она такая красивая и уютная. Вот добавить сюда еще солнце, и будет прям нереально красиво. Представляю, как здесь летом. Вау. Это, конечно, красиво. Следующая локация — это угловые дома, очень красивое место, где можно сделать классные фотографии. И тут постоянно останавливаются толпы туристов, потому что здесь находится такой колокол, возле которого все люди ходят и загадывают желания. Чисто вот наглядно показываем, что здесь туристов действительно очень много, и они как раз-таки останавливаются в этих популярных туристических местах. Наверняка они сейчас пойдут к этому колоколу, но это не точно. Прямо перед нами находится собор Святого Иоанна, и сразу за ним иезуитская церковь. Давайте сначала зайдем в первое здание. Здесь очень много туристов. У нас тут с вами небольшое музыкальное сопровождение, но ничего, выбора нет, чтобы снять на фоне. В общем, собор Святого Иоанна был основан в 15 веке, но после Второй мировой его пришлось полностью перестроить, и он славится тем, что здесь похоронены знаменитые польские деятели, например, последний король Польши, первые два президента и лауреат Нобелевской премии Сенкевич. Я не знаю, что за прикол, но к нам уже подошло несколько человек во время того, как мы снимали видео. То донаты просят, то просят на пожертвования. Короче, это очень странно, типа, как будто не видно, что мы снимаем. В общем, некрасиво так делать. Церковь, которая находится рядом, это иезуитская церковь. Она была построена в 1609 году и также была разрушена во время Второй мировой войны. Ее реконструировали только к 1957 году. Костел Святого Мартина — это еще одна красивая церковь в старом городе. Ее стили напоминают смесь готики и барокко. Барокко — это нижняя часть церкви, готика — верхняя. Очередная красивая улица, по которой мы сейчас пойдем в МАК, потому что мы, замерзли, капец. У меня уже язык не слушается, руки отмерзли, ноги отмерзли, это капец какой-то. Это только 2 декабря. Я не знаю, как мы будем дальше снимать, честно говоря. Наконец, будем сейчас обедать и согреемся чаем. Зашли в МАК, да, все-таки, хотя тут очень все заполнено, и тут еще очень красивый вид. Если видите, на старый город. Место, конечно, классное. Поэтому, видимо, и туристов много сюда заходят. Сейчас мы находимся с вами на рыночной площади, которая была построена в 13 веке. В свое время посреди площади находилась Варшавская ратуша, но ее снесли в 1817 году. С 1855 года здесь, на том же месте, находится бронзовая статуя «Варшавская русалка», которую мы сейчас можем увидеть, собственно. Только она к нам отвернулась немного задом, но мы сделаем нормальную вставку. Мы раньше не понимали, почему здесь, в Польше, так много скульптур разных русалок, но, как оказалось, русалка — это символ Варшавы, и даже на гербе города она находится. Кстати, про русалку есть одна легенда. Давным-давно, когда Варшава была рыбацкой деревней, в море и в реке жили русалки. Однажды одна из них отправилась с Балтики на юг.
Она плыла по Висле, любуясь пройденными пейзажами, а когда устала, решила отдохнуть на песчаном берегу реки у подножия сегодняшнего старого города. Местность показалась русалке прекрасной, и она осталась здесь жить. Днем она плескалась на мелководье, напевая свои песни, а ночью проводила на глубине. Со временем маленькая рыбацкая деревушка превратилась в большой красивый город, а русалка стала его хранителем. Сейчас на рыночной площади находится много ресторанов, в основном польской кухни. Также здесь очень много красочных домов. Единственное, сейчас в такую погоду они не очень красочные, но они все разноцветные, красивые, такие аутентичные. В зимнее время здесь особенно уютно, потому что открывается ярмарка и каток в центре площади. Кстати, список всех локаций, которые мы обошли в этом видео, можете посмотреть в описании к этому видео. Также там находится ссылка на мой инстаграм и телеграм. А теперь пройдемся немного на ярмарку. Каток не супер большой, и, наверное, на нем будет кататься очень много людей, поэтому мы сомневаемся, стоит ли нам туда идти. Кстати, в Варшаве есть, насколько я правильно знаю, около 15 катков. Но это не точно, потому что информация может быть устаревшая. Здесь, кстати, находится мишленовский ресторан, но по Google картам отзывы у него плохие. А сейчас предлагаю зайти в сувенирный магазин Варшавы и посмотреть, что здесь вообще есть. Сувениры в Варшаве, особенно в старом городе, реально очень красивые, и мы здесь уже накупили очень много подарков нашим близким. К нам, кстати, уже приезжали близкие Андрея, мы им все это передали. В общем, да, сувениры классные, но цены на них не маленькие, примерно такие, как в Дании, и точно дороже, чем в Болгарии. Фасады зданий здесь, конечно, очень красивые, и вообще, в принципе, все украшено так по-новогоднему, очень атмосферно. Сейчас мы немного вышли со старого города, и вот снова видим нашу стену Барбакана, которая идет по периметру старого города, и направляемся мы сейчас с вами к Замковой площади, и проходим как раз-таки еще одну ярмарку. Вот это прям полноценная ярмарка новогодняя, где можно вкусно поесть, мы там уже брали фрукты в шоколаде, и можно прикупить разные интересные сувениры. Если мы успеем и если все получится, мы снимем обязательно новогоднюю атмосферу Варшавы, когда все будет работать. Ну вот, собственно, мы находимся на Замковой площади. Она называется так, потому что расположена прямо перед Королевским замком, который слева от меня. Это очень красивое место. И это, можно сказать, вход в старый город. Обычно отсюда начинают, как я уже говорила в начале видео, все экскурсии, но мы здесь ее закончим. В центре площади находится статуя Зигмунда III, который сделал Варшаву столицей Польши. И также это популярное место для встречи местных. А Королевский замок обязательно советуем вам посетить. Именно там была принята Конституция Польши 3 мая 1791 года. Первая в Европе и вторая в мире. За 40 злотых вы можете прогуляться по замку, увидеть королевские апартаменты и картины знаменитых художников. Мы, кстати, думаем туда пойти. У меня нет слов, чтобы описать свои впечатления от старого города Варшавы. Я влюбилась в него с первого взгляда. Здесь очень красиво, уютно и красочно. Я всем советую здесь побывать. А если вам понравилась наша прогулка и вы прочувствовали всю эту атмосферу, то ставьте лайк и делитесь в комментариях своими впечатлениями. А мы совсем скоро увидимся снова в следующем видео. И я уже замерзла, задубела, у меня уже рот не двигается. Всем пока!